Hello, beautifuls! Вы на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить игру, как она называется, господи, долгое название, Urban Myth Dissolution Center. Точно, я типа вспомнила. На мою близкую подругу Мио снова напали. Очень надеюсь, что полиция проведет тщательное расследование, а всех посторонних прошу не влезать в нашу личную жизнь. Влезать в личную жизнь? Ну и шумиха, эти двое привлекают больше внимания, чем само происшествие. Похоже, стоит проверить, насколько глубоко про них все разнюхали. И еще, что это за фото? Без понятия, может, это давняя фотка какая-то. Непонятно, почему я решила ее запостить, когда тут такой разнос идет. А что не так с фотографией? Фотка их двоих, и что? Я не совсем понимаю, что... Да, я случайно. Скип. Хорошо. Говорит про личную жизнь, а сама ее на показ выставляет, хахах. Ее данные слили, так что теперь прятать особо нечего. То есть она пока что в безопасности? Надеюсь, Мия в порядке. Да ладно, камон. Тут есть что-то типа плавающих букв? Я не вижу как-то. Бывает ведь такое, что воры обносят хаты, чьи адреса вот так стоит и сеть. Да уж, если они узнают, что девушка живет одна. Чем занимается полиция на наши же деньги? Разбухтелись, блин. Прана. Правильно? Самое важное — чувствовать потоки энергии. Беспокойный ум привлекает неудачу. Давайте вместе позаботимся о духе, теле и душе. Студия йоги. Ну, конечно, должна быть какая-нибудь реклама обязательно. Это вот стандартная жиза. Что? Так, это можно пропускать. Эйка, это та Эйка. Она до сих пор этим занимается, совсем отчаялась, развернулась. Та самая Эйка. В некотором роде знаменитость, но коммент, конечно, странный, извиняюсь. Простите, что лезу не в свое дело, но вы обе в порядке, берегите себя. Ну и как нам быть, когда мы имеем дело с таким неуловимым чуваком? Единственное, что приходит в голову, всегда запираться. Впервые слышу об этой Эйка, она знаменитость, что ли? И этот ее не знает. Ну, слегка известная личность. Там столько внимания на саму Эйка. Двоечки как-то реагируют. Эйка ведь Эйка 5S, у нее была довольно большая аудитория. Эйка 5S? Да-да-да, она была известной, когда использовала этот ник. То есть Эйка и была той самой Эйка 5S? Стоит запомнить. О, вот тут вот двигается, но я позже проверю. Мио такая хорошенькая. Судя по всему, Мио тоже привлекает внимание. Эйка снова сливает личную жизнь своих близких отвратительно. Кто-то знакомый? Или, может быть, кто знает ее еще с тех пор, когда она была Эйка 5S? Возникла у меня догадка, и я проверила список имен. Вероятно, речь о Мио Сато. Ой, даже фамилия. Фигово. О, тоже проверить можно. Личность Мио раскрыли. Какая прелесть. Погоди, что же делать тогда? Не верь всему, что читаешь. Зачем публиковать то, почему можно установить личность человека? Обязательно ведь найдутся умельцы. Как там дела у Мио? Эйка справится без проблем, а вот Мио... Если это достоверная инфа, то это Мио может забыть об анонимности. Какова сейчас подруги Эйка, которую та так безжалостно выставила на показ? Так, а это еще что такое? Нюхачи, ваш выход. В мире полно людей, которые готовы залезть куда не надо. Ну, это верно, это факт. Давай посмотрим через очки. Может быть... Хоть эти подергаются, но нет. Я должна конкретно повести ту, которая... Где она? Так, стоп, а где те, которые дергались слова? Их нужно... Вот тут. Мио Сато. Полное имя Мия. Раз это всплыло в социальных сетях, то может привести к разным странным слухам. Думаю, с этой стороны тоже стоит покопать. Из чего такой кипиш поднялся, хотя мы сможем выйти на источник слухов? Действительно, стоит разобраться, чтобы сгладить ситуацию. Окей, ключевые слова первые есть, там еще одни были. Вот это вроде, да? Да. Жасмин, я, пожалуй, поищу про эту Эйка 5S. Ты про старый аккаунт Эйка? Может, узнаем, чего дерзай. Да, вроде это все, что было, если я не ошибаюсь. Ну да, вроде все.
Да, я дважды сказала, поэтому давай поищем Эйко. Нет, Миосату. Найдено. Что найдено? Кажись, Мио точно Миосата. Она пробивается что по базе универа, что в других соцсетях. Это ее сокурсник. Интересно, чего он добивается, раскрывая персональные данные Мио? Люди разные бывают. Некоторые лезут на рожон, не зная броду. Одни проблемы от таких. Личная инфа Мио. Дальше. Как можно раскрывать чужие персональные данные ради собственных хотелок? Да и в целом это не что-то особенное, скорее просто чувство удовлетворения. Нашел тайный аккаунт Мио, Bloom 33, по-японски Миа0О, да? Такая милота? Жасмин, что такое тайный аккаунт? Ну, запасной аккаунт. Его используют, чтобы постить анонимно, не раскрывая себя. У Мио такой был. А этот пост знатно хэпанул. Давай посмотрим тогда. На потом. Чтоб не искать. Bloom 30. Если это действительно аккаунт Мио, нужно посмотреть. Может, мы узнаем, откуда появились все эти слухи о ней? Да, ну можно глянуть, конечно. Для начала надо хотя бы разобраться, о чем тут вообще речь. Да. Только вот имя у нее довольно распространенное. В поиске куча всего вывалится. Нужно поискать какие-то ключевые слова, которые имеют отношение именно к Мио. Хорошо. Окей. Типичный день женщины. Ась? Мы, конечно, расследуем тут, но на такую фигню даже внимания обращать не стоит. Этот вот открыто издевается. Как можно быть таким? Я тоже не врубилась, к чему это. Типа, камон. Она больше не юзает этот аккаунт? Да, верно. Прошло почти 2 года с последнего поста. Ну, стало быть, этот след уже давно остыл. Но с таким личиком только спонсора и заводить. Она точно из этих. Ой, кринжа. Ну, в принципе, все как в жизни. По кринжометру я имею в виду, если что. Погоди-ка. А вот и что, остренькая подъехала. Азами, вы же с Мио друзья? Ты что-нибудь слышала на этот счет? Ни разу. Нужно с ней встретиться, спрошу напрямую. А? Да в смысле, как ее личико связано с этим? Что происходит? Если это и есть источник, с которого пошли слухи, не хотелось бы так поступать с Мио, но придется поискать упоминание о спонсорстве тоже. Ок, поисковик есть твой. Ну да, такое, это, честно говоря, как-то... Говаривают, что в подвале элитного отеля Асягари находится секретный клуб для папиков. Звучит правдоподобно. Даже в спонсорских кругах такие слухи витают. Не без того. А ну-ка. Нужно поискать правдоподобные слухи. Серьезно? Ты реально будешь искать по ключевому слову правдоподобные слухи? Это даже звучит неправдоподобно. Что это? Что это такое? Май гад. Это чё? Я шо? Я не знаю, это точно игра? Или я в жизни лажу сейчас где-то? Так, на этого забиваем. Желательно большой... ладно. Ну, хочется человек этим заниматься. Пусть занимается, отвяжитесь от нее. В смысле? Да, они с чего вообще это взяли? Ладно. Ума не приложу, как это понимать. Ну и такие люди есть. Не могу найти пост. Поиск вообще не вырычит. Че так сложно-то знакомо, а вы вводите всего одно ключевое слово. Пробовали вводить 2? Дерзайте. Спасибо. Пока есть возможность зарабатывать лицом, надо это делать. Она же до сих пор работает. Как можно говорить такое про Миа? Да. Неудивительно, что такое сейчас популярное. Попробуй прожить на обычную зарплату 200 тысяч йен, но это все вина государства. Ощущение, как будто прям все девчонки хотят себе спонсора. А, это она говорит, да, неважно. Так, окей. Дальше давай посмотрим, что мы можем найти. Выберите 1 или 2 ключевых слова. Bloom 30. Спонсорство. А, да, я могу так. Ух ты. Я могу даже так. Миосата, правдоподобные слухи. Если так. Не найдено. Bloom 30, правдоподобные слухи. Не найдено. Спонсорство, правдоподобные слухи. Найдено. Что тут? Это неправдоподобный слух, а самая настоящая правда. Девушкам вживят чипы, а потом отловят сигналы и нападут. Зуб даю. Если поймают, то тащат в другой мир. Опасное дело, и спонсоров искать. О, похоже на правду. А, микрочип, зачем бы он? Теория заговора. Никогда не знаешь, откуда их ждать. Люди в черном примерно в таких случаях и приходят, да? А, этих знаю, про них фильм был. А это тоже городская легенда. Что? Это про мужчину в черном, который только такой цвет и носит.
головы до пят. Сам факт, что теперь эскорт называют спонсорством, означает, что кто-то целенаправленно хочет что-то скрыть. Ну что? Жасмин, что такое эскорт? Погоди, у нас не такая большая разница в возрасте, чтобы я тебе это объясняла. Я вот тоже не пойму, я реально с первой серии не понимаю. Наша ГГшка похожа на, на школьницу. Она реально похожа на не знаю, лет на 16 максимум. А ведет себя совсем не так. Хотя ей вроде как, по идее, на 3-м курсе должно быть, лет 20 с чем-то. 20, 22, может быть. Поэтому я не совсем понимаю, почему она так себя ведет странно. Когда крипипасты были в моде, мне попалась одна, где девушка снимает перед папиком маску и спрашивает, я красивая, а потом... Тут ситуация, когда кто-то ожидает увидеть хорошенькую девушку на свидание, получает женщину в белом саване. Неудивительно, что в наше время так популярны всякие зеркальные мэри. А что такое зеркальная мэрия? Вроде бы слышала, а вроде бы и нет. Она разве не окровавленная мэрия? А, точно, она появится, если провести обряд перед зеркалом. Да-да-да, тот самый, который смотришь в зеркало и 3 раза говоришь «кровавая Мэри, приди». Мы так делали. Я, как человек, который никогда не пользовался популярностью противоположного пола, хотел бы, чтобы леди Хосяка у меня преследовала. Девушка мне не нужна, вот сталкер. Это уже какой-то dark romance, чел. Только неадекватный чуть-чуть. Леди Хосяку, почему леди? Она что, знаменитость или актриса? А, ты не слышала? Оказывается, есть и те, кто не в курсе. Это про женщину настолько огромную, что она может заглядывать в окна 2-го этажа. Довольно популярная городская легенда. А, леди Димитреску из Рисика, что ли? Новая запись, прикольно. Новая запись, прикольно. Подожди, давай, покажите новую запись. Подкроватник. Где? Да реально похоже на это самое. Они знают даже в моих лесах. Один школьник поехал на каникулы в деревню, и вот сидела на крыльце дома бабушки и дедушки, и вдруг услышал странный звук. По-по-по. Произнес голос, похожий на человеческий. Мальчик взглянул в ту сторону, откуда донесся звук, и увидел шляпу, которая будто бы плыла вдоль высокой изгороди. Присмотревшись, он понял, что шляпа не на самой изгороди, а на девушке в белом платье. Раз ее голова виднелась над изгородью, значит, она была выше 2 метров ростом. Мальчик рассказал родным об увиденном. Стоило ему только произнести слова «девушка выше изгороди в шляпе», как бабушка с дедушкой стали бледными, как смерть. Дедушка серьезно, глядя на внука, произнес: «Ты только что встретил леди Хосяку. Больше не выходи сегодня из комнаты на 2-м этаже». Мальчик не слышал о ней раньше, но в деревне очень давно знали о монстре леди Хосяку. Она околдовывала юношей и убивала их, а мальчик привлек ее внимание. Его отвели в комнату на 2-м этаже, где окна были заклеены газетами, по 4 сторонам света лежали горки соли и были приклеены запечатывающие амулеты Афуда. Что бы ни случилось, не выходи из комнаты до завтрашнего утра. Не верь даже нашим голосам. Такое напутствие дали ему родные. Мальчику ничего другого не оставалось, как ждать следующего утра. Вдруг, примерно в 1 час ночи, в его окно постучали. Затем раздался голос дедушки. «Уже все позади, можешь выходить». Мальчик почувствовал обман и каким-то чудом, вероятно, с помощью самого Будды смог встретить утро. После этого его решили вывести из деревни на машине, и родные сказали ему ни в коем случае не открывай глаза. Пока машина ехала, кто-то стучал в окно и приговаривал «по-по-по». Звук раздался совсем близко, но стоило проехать мимо статуи Дзидзе, как леди Хосяку пропала. Мальчик понял, что все закончилось. На следующий день ему позвонил дедушка и сказал, что статуи образуют печать, которая не дает леди Хосяку выйти за пределы деревни. Но кто-то недавно разрушил одну из статуй, поэтому мальчику нужно оставаться начеку. И тебе тоже. Особенно, если увидишь высоченную девушку со шляпой на голове. Нифига себе, прикольно. А мы что, это не читали про подкроватника? Мем смешной, ситуация страшная. Любители страшилок, подходите поближе, присаживайтесь. Вы слышали о подкроватнике? Это очень страшная история. Вы спрашиваете, о чем она? Что ж, вы можете проснуться посреди ночи и выяснить, что под вашей кроватью спрятался какой-то мужчина. Жутко, да? Мало того, что он сам по себе страшный, так еще и ведет себя странно. Как он пугает? У легенды есть несколько вариаций. Он может высовывать руку из-под кровати или издавать разные звуки. Но этим разве что детишек напугать можно, не правда ли? Уж не знаю, правда это или нет, но эта страшилка очень популярна среди детей. Как по мне, так это прекрасная история, чтобы развлечь своих друзей или братьев с сестрами поздно ночью. Но совсем расслабляться тоже не стоит, это всего лишь слух, но кто знает. Может, вы настолько впечатлитесь, что для спокойного сна придется прибежать к родителям. Веселиться с друзьями это прекрасно, но не забывайте разделять вымысел от реальности. Опасайтесь подкроватника и дальше наслаждайтесь страшилками. Какой-то милый смайлик, типа. Окей. Что у нас тут еще есть? Bloom 30. Нет.
Эйка 5С. Найдено по запросу. Завирусившаяся Эйка, ведь Эйка 5С, я почти все ее видосы на Бутубе смотрела. Бутуб. Да, точно, она раньше постила видео на Бутубе. Бутубе. И очень активно, кстати. Она ведь сейчас карьерным коучем работает, снова использует свое настоящее имя Эйка. Получается, это все связано с ее текущей деятельностью. Но она как-то незаметно выпала из всей этой движухи с роликами. Я в таких случаях теряю интерес, но есть люди, которые продолжают следить за ситуацией. Студентка-инфлюенсерка даже в телеке появлялась, это я помню наверняка. Ничего себе, Эйка даже по телевизору показывали. Было дело, я вроде видела ее комментаторкой в какой-то информационной передаче. Бывшая блогерка. Нифига себе, ты видишь это? Я вижу. Нифига себе. Феминитивчик подкатил, да? Спасибо. Эйка, харизматичная блогерка в прошлом, а теперь директриса компании по карьерному коучингу, расскажет, что такое поиск работы в современном мире и какие люди нужны компаниям. Продолжение здесь. Это же из старой статьи, когда они успели это? Ходила я к ней на консультации, но она была очень добра и рассказала мне много полезного. Я даже подумать не могла, что директорка это Эйка 5С. Директорка, не слабо. Раньше Эйка 5С только и делала, что раздувала в своих постах споры. Не думал, что она откроет свою фирму. Она правда провоцировала споры? По-разному. У Эйка 5С были как сольные видео, так и совместные с другими стримерами. Некоторые были очень вызывающими, но вся компашка состояла из студентов, так что можно списать на бунтарский дух. Чего? А? Чушь какая-то проехала. У нее в универе была хорошая предпринимательская жилка. Чего же там было? Вроде как это бренд спер у них идею продукта и случился бугурт. Ага, скандал там был. Я познакомилась с ней пару лет назад. Очень дружелюбный и приятный человек. С Эйкой очень легко общаться, приятно поговорить с умным человеком. Да и самообладание у нее что надо. Так, а что мы еще не нашли? А что мы еще не искали? Спонсорство? Bloom 30 спонсорство. Найдено. Окей. На страничке Bloom 30 она только о спонсорах и писала. Кому это было выгодно? Мия. Ну, когда есть пример для подражания, дорожка уже проторена. Наверняка это один из ее бывших папиков, Кек. Припоминаю, Мия говорила, что ее кто-то преследовал. Вполне возможно. А чего там такого? Моя подруга Мами пользовалась у спонсоров огромной популярностью, это же круто. Мами везучая. Я слышал, что на всей этой теме больше всего наваливаются типа сутенеры. Они знакомят папиков с девчонками, живут припеваючи. Я думала, спонсорство обговаривается лично, но оказывается в нем даже посредники есть. Говорят же, что зарабатывать можно на чем угодно, но это уже прям новый уровень. С другой стороны, нам ли рот открывать? Эйка, лучше, я хочу себе такую мамочку. О май гад. Едем дальше. Не я того же мнения. Пусть занимается чем хочет, главное, чтобы налоги платила. А это как-то связано? Точно нет. В речи новости мы выяснили, что Bloom 30 девушка, в чью квартиру ворвался неизвестный, раньше заводила себе спонсора. Узнай больше. Похоже, мы нашли, откуда у этих слухов ноги растут. Не стоит доверять всему, что тут написано. Но тут можно найти зацепки о том, как эта аномалия появилась. Да. Хотела бы я все это остановить. Получена улика. Вот же ж, блин, завершить. Что у меня там получается? Зами, ты чего делаешь? Я написала пост со своего аккаунта. Написала: не обижайте Мио, если ничего о ней не знаете, оставьте ее в покое. А, это только масло в огонь подольет. Не могу же просто смотреть на это все, когда Мио так мучается. Похоже, ты из тех, кому нужно самой обжечься. Быть рыцаркой на белом коне, конечно, круто, но тебе реально нужно сперва думать головой. Впрочем, дело твое, я тебе не нянька. Заканчиваем поиски в соцсетях, пора собираться на место. Поняла. Ну, кстати, да. Зачем? Ну, вот мы и на месте. Я поспрашиваю Мио насчет преследователя и ее прошлого. Но если ты выпалишь все сразу в лоб, ей будет очень неловко. Это лишь одно из возможных объяснений. Хорошенько подбирай слова. Ну, разве что ты с ней поссориться хочешь. Поняла. Спасибо, Жасмин, я буду аккуратной.
Окей. Квартира Мио. Снова. Мы снова здесь. У нас по времени еще есть, поэтому давайте поговорим. Ты в порядке? Адзами, да. Я не ранена. Но мне было так страшно. Хорошо, что ты хоть не пострадала. Если бы ты вчера была рядом, эта мысль так часто всплывала в моей голове. Адзами, я очень боюсь. Я знаю, мне действительно жаль. Поговорим, когда тебе станет лучше. Набирайся сил. В смысле, когда лучше? А ты сейчас что делать собралась, скажи мне? Я сделаю все, чтобы помочь ей. Но с чего мне вообще начать? Я без понятия. Но мне вот что интересно. Эта аномалия подкроватник появляется именно у Мио. Постоянно. Так что, возможно, сама аномалия родилась из чего-то связанного с Мио. Привязанность, ревность, злоба. Многие городские легенды рождаются из людских эмоций. Можно попробовать зайти с этой стороны. Ну, это уж тебе решать. Связь аномалии с Мио. Запомнила. Жасмин, спасибо тебе, я не подведу. Смотрим еще раз на все это. Еще раз. Дверная цепочка выглядит крепко, не думаю, что с ней могли что-то сделать. Ах, давай, дубль 2. Мужчине хватит места спрятаться только здесь. Но ничего странного здесь нет. Окей. Изучить. Согласно городской легенде, он выбирается отсюда. Тут что-то есть. Опа, это что за кукла Вуду? Странная маленькая кукла. Не припомню, чтобы Мия коллекционировала такие. Нужно спросить. Что за куколка такая у вас? Тут похоже на куклу Вуду. Симси такие делала. Тогда не подкрывать. Да, тут хватит места для одного человека. И не похоже, что здесь есть какие-то потайные ходы. Но мы это уже слышали. Не знаю, я все еще почему-то думаю, что это человек, но это вроде как не человек. Я хз, как это у них работает. Сумочки, манго, книжки, всякая мелочь на полках, ничего необычного. Мио любит порядок, даже на полках все очень аккуратно. Дверь заперта, следов проникновения вроде нет. На балконе тоже спрятаться негде. Прости, что толком ничего не рассказала. Мио не пострадала, но сильно потрясена. Поэтому постарайся не спрашивать лишнего. Если нужно, я могу рассказать, что узнала от Мио. Можно задать несколько вопросов, давай так. Вы не могли бы рассказать о том, что опустили во время звонка? Что случилось с Мио вчера вечером, после того, как мы ушли? Я пришла к ней этим утром, а обнаружила ее без сознания. Я сразу привела ее в чувство, но она с тех пор сама не своя. Я выслушала ее и после этого позвонила вам. Че, все? Ага, ладно. Вообще, можно еще проверить же зеркала. Подожди, пусти. Ой, зеркала, очки. Очки. Чел роется у нее в... Это тень. Это тот мужчина, что напал на Мио. Похож на то, но что он делает? Я знаю, что это не призрак, но все равно страшно. Прям как в какой-нибудь комнате страха. Мне нужно собрать зацепки по этому мужчине. Выглядит так, будто он просто шарит по стеллажу. Прокрадывается в дом и роется на полках с вещами Мио. То есть его интересует Мио? Интересует ужас. Ну да, типа того. Эта тень похожа на мужской силуэт. Возможно, это она его напугала. Это она напугала Мио вчера вечером. Нужно взглянуть на эту тень поближе. Хотя это не похоже на нападение. Он просто смотрит. Ну почему? Выглядит пугающе. Ну просто сталкер типа какой-то на голову шибанутый, яхза. Да, выглядит так, будто тень действительно появилась из-под кровати. Но как вообще что-то может появляться из-под кровати? Здесь ведь даже дверь не поможет. Как нам его остановить? Тут что-то лежит. Ой, погодите, это же мыслевидение. То есть это Мия. Это она тут лежала? Это точно Мия. Все очень размыто. Похоже на девушку, но нужно удостовериться. Ну да, это, наверное, она. Она лежала здесь, и он такой смотрел на нее тупо. Ну, похоже на то. Все, больше ничего не вижу. В принципе, мы можем поговорить тогда с Мио. Адзами, ты останешься со мной? Я отвечу на любой вопрос и постараюсь помочь. Да, я буду рядом. Все будет хорошо, не торопись. Уточнить насчет тени. Кстати, где ты упала в обморок? Где-то здесь?
Да, во время звонка с Эйкой я проверяла окна и замки на дверях. Но как ты узнала? Ну, я так как-то случайно догадалась. Это как-то связано с твоими видениями, о которых ты упоминала. Ну, в некотором роде, можно и так сказать. Кто же этот подкроватник? Есть какие-нибудь идеи? Нет, пожалуй. Смотри, что я нашла. Это твоя? Странно, я такого не припомню. Где ты ее нашла? Под кроватью. Кошмар, что это такое? Что происходит от Зами? Возможно, у нее есть какой-то смысл, но я не знаю точно, прости. Странное дело, я пока ставлю ее у себя. Значение куклы. Вот да, кстати, кукла, это же, я не знаю. Я видела пост, я пока не буду делать, но установите связь между Мией и аномалией, можно попробовать. Нужно успокоиться и все обдумать. Кроватник, зачем он появляется? Так, погодите, может быть... О, голова кругом. Да, опять-то какого фига? Отцами, что мы знаем о подкроватнике? Подкроватник — городская легенда. Говорят, он носит топор или мачете и убивает тех, кто живет в комнате, где он появился, верно? Верно, верно, именно так о нем говорят. Но Мио в итоге целая невредима. Тогда что именно он собирался сделать с Мио? Так, неужели он хочет... Мне кажется, что тут подходит, что он хочет украсть что-то или шантажировать. Тайна. Тайна украсть что-то, чтобы шантажировать. Тайна. Украсть что-то, чтобы шантажировать. Неужели он хочет тайно украсть что-то, чтобы шантажировать? Сомневаюсь, что все так легко. На Мио не напали, ничего не украли, но при этом мужчина появляется, как это понимать? Да, блин, ничего не подходит, прикинь. Окей, неужели он хочет? Тайна. Нет, подожди, тайна не подходит. Я не знаю, я просто сформулировала бы, что он хочет, что он какой-то странный, на всю голову повернутый сталкер, который тайно ее любит, там, типа, ну, знаешь, типа любит, и следит за ней таким образом. Но с другой стороны, а нафига он тогда стоит там, просто вылазит и стоит возле нее, зачем? Неужели он хочет украсть что-то? Нет, неожиданно. Украсть что-то не подходит. Да я хз. Здрасте, какой герой, куда? Бутуб. Сюда выкладывают контент люди со всего мира, и я здесь тоже на коне. Але-але, посмотрим канал Центра развлечения городских легенд. Я не знаю. Ну. В комнате Мио валялась жуткая рваная кукла. Не думаю, что... Подожди, хорошо, зачем? А зачем нам эта кукла? Что, если он хочет ее впечатлить? Но зачем? Тайна вроде что же не подходит. А что, если он стрим... Да нет, это... Я просто... Мне только что пришла в голову мысль, что, может быть, он стримит, хочет тайно стримить, пока она не видит, знаешь, показывать спящую девушку. Это просто, боже мой, господи. Это ужасно, но... Ну, я не знаю, что еще. Заработать денег не подошло, а... Тайно стримить... Тайно, блядь, стримить, я не знаю, чтобы что... Чтобы шантажировать. Но шантажировать тоже не подошло. Чтобы заработать денег. Неужели он хочет тайно стримить, чтобы заработать денег? Сомневаюсь, что все так легко, чтобы шантажировать. На Мио не напали, ничего не украли. Подожди, а что если чтобы... Что? Ничего не подходит. Неужели он хочет? Окей, напугать. Или
внезапно... Где? Неожиданно напугать, чтобы украсть что-то. А как это поможет? Чтобы... Чё? Чтобы куда? Чтобы шантажировать? Да я хз. Неужели он хочет неожиданно напугать, чтобы украсть? Сомневаюсь, что все так легко. На Мию не напали, ничего не украли. Да, ну, типа... Зачем он появляется? Неожиданно. Окей, неожиданно правильно. Неужели он хочет неожиданно? Появиться перед ней? Не подходит же. Неожиданно что? Появиться перед ней, чтобы впечатлить. Это тоже странно, но это странно. Сомневаюсь. Неожиданно появиться перед ней, чтобы напугать. Да вы издеваетесь? Что? А в чем логика? Мы и так знали, что он ее пугает. Нет? Ну, типа, ну, он появляется перед ней неожиданно, пугает, она падает в обморок. Это, типа, уже как факт есть, а не то, что... Так, ладно. И все эти его действия вызывают только больше вопросов. Вот именно, что тут только больше вопросов. Значит ли это, что он просто заинтересован в Мио? Если так, то эта аномалия все-таки не подкроватник. Но опять же он появляется из-под кровати в запертой комнате. Как тут разобраться? Установите связь между Мио... Это странно. Я просто пока что не уверена, стоит ли спрашивать про пост. Может быть, я смогу без него разобраться? Типа... Не знаю, как. Что у тебя есть? Кто это может быть? Эйка, у вас есть какие-то догадки о том, кто бы мог напасть на Мио? Догадки? Такая симпатичная девушка, как Мио, вполне могла привлечь внимание какого-нибудь извращенца. Может, бывший ухажер? Она говорила, что приехала сюда из-за того, что бывший парень начал ее преследовать. У нее был... Почему она так удивляется? Мы же в прошлый раз вроде узнали, что у нее был преследователь. Я, может, ошибаюсь? Но ты говорила, что появилось какое-то чудище, правильно? Если так, то эта история мимо. Не совсем. Такая одержимость, похоже, может приводить к рождению городских легенд. Спасибо за информацию. Бывший парень. Мы же вроде знаем про бывшего. Или я ошибаюсь? Я не понимаю. Я слышала о твоем бывшем. Она вроде сама сказала про это в той серии. Слушай, Мио, Эйка мне рассказала о твоем бывшем. Да. Да, это, в общем-то, и не секрет. Просто я не думала, что он как-то связан со всем этим. Эти аномалии, они иногда рождаются из похожих эмоций. Просто на всякий случай, можно тебя немного поспрашивать? Да, конечно. От тебя уж прятать не стану. Это было 2 года назад. Мы встречались всего с месяц, не знаю даже, стоит ли называть его бывшим парнем. Он был помешан на контроле. Это я о нем вчера говорила, он преследовал меня. Расскажи мне о нем. Не могла бы ты мне рассказать немного? Примерно 30 лет, средний рост и телосложение, говорил, что работает в крупной компании, был весь такой серьезный. Все время обращал внимание на мои бытовые привычки, говорил, мол, эта еда вредна для здоровья и всякое прочее. Патологический чистюля был, меня тоже заставлял, так что я даже побаиваться его начала. Понятно, поэтому вы расстались через месяц? Да, но даже после этого он продолжил писать мне сообщения в духе, я тут неподалеку, может, встретимся? Потом как раз освободилась эта квартира, и я поспешила переехать. Спасибо, что поделилась со мной. Преследователь, значит. Могла ли его одержимость стать причиной этой аномалии? Бывший парень сталкер. Ну, да, в принципе, то, что я и говорила. Про пост спрашивать не буду пока что. Или это обязательно? Да не гони, неужели обязательно? А, может, еще можно попробовать посмотреть еще раз? Да нет, но он тут искал что-то. Шарился. Ну, шарился и шарился. И тут ничего нового. Да. Окей, давайте последнюю улику найдем в следующей серии. Я просто хотела делать серии по 30 минут, а тут довольно долгие расследования получаются за счет чтения всех этих фактов, так что да. Пишите, как вам серия, что думаете про ситуацию. Спасибо вам, Тинчата, за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.